Что если женщина, которая преследовала своего пастора, скрывала нечто настолько чудовищное, что даже следователи не могли поверить своим глазам? Она годами вела слежку за священнослужителем, но когда полиция наконец вскрыла ее тайну, оказалось, что одержимость пастором была лишь верхушкой айсберга. И то, что они нашли, навсегда изменило это дело. Каждое воскресенье она сидела в первом ряду, никогда не опаздывала, никогда не пропускала службу, но у пастора Майкла Гаррисона по ночам звонил телефон, и трубка молчала. На его машине появлялись царапины. Под дворником лобового стекла он находил записки без подписи. Соседи по приходу считали ее образцовой прихожанкой, тихой, набожной, незаметной. Это продолжалось 2 года, прежде чем он обратился в полицию. Когда офицеры приехали к ней домой, они готовились к разговору со страдающей одинокой женщиной. Они не были готовы к тому, что увидели за порогом. Следователи установили личность преследовательницы за 3 суток. Ею оказалась 43-летняя Линда Маккой, прихожанка его же церкви. Линда Маккой переехала в Спрингфилд, штат Миссури, в 2000-м. Пастор Гаррисон произнес проповедь о прощении. Линда записала каждое его слово в блокнот. Уже через месяц она знала его расписание лучше, чем его собственная секретарша. Сняла небольшой дом на Элм-стрит, устроилась бухгалтером в местную фирму и через 3 недели впервые переступила порог церкви Святого. Гаррисон приезжал в церковь в 7 утра по вторникам и четвергам. По пятницам заходил в кофейню на углу Мейн и Черри, брал американо без сахара и садился у окна. По субботам возил дочь на футбольные тренировки. Поле находилось в 10 минутах от его дома. Линда знала адрес этого дома. Она проезжала мимо него каждый вечер. В 2002-м она вступила в приходской совет. Это давало ей законный повод находиться рядом с Гаррисоном на еженедельных собраниях. Она готовила протоколы заседаний, распечатывала программы служб, помогала украшать зал к праздникам. Другие прихожане замечали ее усердие и хвалили. Гаррисон лично поблагодарил ее перед всей общиной на Рождество 2003-го. Именно после этого благодарности слежка вышла на новый уровень. Линда купила фотоаппарат, пленочный, с длиннофокусным объективом. Снимки она проявляла сама, в ванной комнате, переоборудованной в темную. На фотографиях был Гаррисон. У машины, на крыльце церкви, во дворе собственного дома. На одном сснимке он стоял рядом с женой и смеялся. Этот снимок Линда разрезала ножницами. Жену убрала, Гаррисона оставила. Записки под дворником она начала оставлять в 2004-м. Содержание было разным. Иногда цитаты из Библии, иногда короткие фразы без подписи «Я слышу тебя», «Ты не один», «Я всегда рядом». Гаррисон поначалу думал, что это благодарные прихожане. Но анонимные звонки начались в том же месяце, и он изменил мнение. Полицейский рапорт, составленный в 2006-м, зафиксировал 27 задокументированных эпизодов преследования за 18 месяцев. Записки, звонки, царапины на машине, однажды разбитый почтовый ящик. Камер видеонаблюдения у дома Гаррисона не было, свидетелей не находилось, дело зависло. Детектив Рон Брэдли, которому передали материалы, начал с опроса прихожан. Линда Маккой пришла на беседу сама, без повестки. Раньше назначенного времени. Она сидела ровно, отвечала четко, выражала искреннее возмущение происходящим и предложила помочь следствию, составить список людей, которые, по ее мнению, могли желать пастору зла. Брэдли взял список. В нем было 19 имен. Ее собственного имени в списке не было. Брэдли установил ее причастность через телефонного оператора. Один из анонимных звонков был сделан с таксофона в квартале от ее дома в 2 часа ночи. Видеозапись от соседнего банкомата зафиксировала женщину в темном пальто, выходящую из телефонной будки. Рост, телосложение, характерная походка с легким наклоном вправо совпадали с Линдой Маккой. Брэдли запросил ордер на обыск. Судья подписал его утром в среду. К вечеру того же дня группа из 4 офицеров подъехала к дому на Элм-стрит. Линда открыла дверь сама. Она не выглядела испуганной. Она предложила им кофе. Офицер Тереза Коллинз вошла первой и сразу повернула направо, в сторону гостиной. Вся стена от пола до потолка была покрыта фотографиями пастора Гарри. Она сделала 2 шага и остановилась. Фотографий было больше 300. Брэдли насчитал их позже, когда составлял опись. Снимки были расположены не хаотично. Они образовывали систему. В центре стены висел портрет Гаррисона в полный рост, сделанный во время воскресной проповеди. Вокруг него концентрическими кругами фотографии по датам. Слева от портрета Линда приклеила распечатки его публичных выступлений. Справа есть вырезки из приходской газеты с его именем, подчеркнутым красным маркером. Брэдли приказал никого не трогать и вызвал криминалиста. Линда стояла на кухне и смотрела на происходящее спокойно. Когда офицер Коллинз спросил ее о стене, Линда ответила, что это личный архив. Она сказала это таким тоном, каким люди говорят о коллекции марок или семейном фотоальбоме. Гаррисон не знал о стене, он не знал и о многом другом. Он не знал, что Линда дважды в неделю проезжала мимо школы его дочери. Не останавливаясь, просто проезжала. Он не знал, что в 2005-м она записалась на курсы вождения только для того, чтобы сменить маршрут и проезжать мимо его дома с другой стороны, так, чтобы ее машина не примелькалась соседям. Он не знал, что среди бумаг в ее спальне лежала тетрадь с записями о его семье. Имена, возраст детей, название школы, расписание жены. Жену звали Кэрол. В тетради Линды ее имя не встречалось ни разу. Она была обозначена просто
Она. Криминалисты работали в доме 6 часов. За это время они изъяли стену с фотографиями, сняли снимки один за другим и упаковали в пронумерованные конверты. Изъяли тетради. Их оказалось 7 штук, все заполнены от первой до последней страницы. Изъяли коробку с пленками, 22 катушки, часть проявленных, часть нет. Изъяли телефон и ноутбук. Когда криминалист Джек Уоррен открыл нижний ящик комода в спальне, он позвал Брэд. В ящике лежал конверт. В конверте ключ с биркой. На бирке был написан адрес. Адрес находился в 30 километрах от Спрингфилда, в сельской местности. Брэдли сначала решил, что это дача или арендованный гараж. Он отложил проверку адреса на следующий день. Слежка была достаточным основанием для задержания, и сейчас его задачей было оформить арест. Линду Маккой задержали в 21 час 40 минут. При задержании она не сопротивлялась, не плакала и не просила адвоката. Она попросила выключить свет в ванной перед тем, как они уйдут. В участке Брэдли провел с ней первый допрос. Линда отвечала на вопросы о слежке охотно, почти с облегчением, как человек, который устал хранить тайну. Она объяснила, что пастор Гаррисон изменил ее жизнь своей первой проповедью, что она чувствовала с ним духовную связь, что слежка была для нее формой защиты. Она следила за ним, чтобы быть уверенной в его безопасности. Брэдли спросил, не казалось ли ей это странным. Линда подумала несколько секунд и сказала «нет». Потом помолчала и добавила, что у нее есть кое-что важное, о чем она хотела бы рассказать. Что-то, о чем никто не знает. Она сказала это тихо, почти шепотом, и посмотрела на Брэдли так, как смотрят люди, которые приняли решение после долгих лет молчания. Брэдли включил диктофон заново. Линда сложила руки на столе и начала говорить. И то, что она сказала, не имело никакого отношения к пастору Гаррисону до переезда в Спрингфилд. Линда Маккой жила в Талсе, штат Оклахома. Там у нее был муж, Деннис Маккой, 41 год, инженер-строитель. Они поженились в 93-м, развелись в 98-м. Развод был тихим, без скандалов. Деннис получил машину и половину сбережений. Линда получила дом. Деннис исчез через 4 месяца после развода. Его дочь от первого брака подала заявление о пропаже в октябре 98-го. Полиция Талсы опросила соседей, бывших коллег, друзей. Линду тоже опросили. Она сказала, что не видела Денниса с момента подписания документов о разводе и предложила следователям чай. Дело повисло в архиве как нераскрытое исчезновение взрослого человека. Брэдли слушал и не перебивал. Линда говорила ровно, без эмоций, как человек, который давно мысленно прорепетировал этот разговор. Она сказала, что Деннис вернулся к ней через 2 месяца после развода. Пришел вечером, хотел забрать инструменты из гаража. Они поругались, она не уточнила, из-за чего именно. Сказала только, что после этого разговора он остался в доме навсегда. Брэдли остановил запись. Перезапустил. Уточнил формулировку. Линда повторила. Он остался в доме навсегда. Потом добавила. Под домом. Криминальная группа выехала в Талсу в 4 утра. К 7 утра они уже стояли перед домом на Сикамор-драйв. Линда продала его в 2000-м перед переездом в Спрингфилд. Новые владельцы, семья Пирсон, открыли дверь в пижамах и не понимали, что происходит. Их попросили выйти. Они вышли и больше в этот дом не вернулись. Денниса Маккоя нашли под бетонным полом гаража. Судмедэксперт установил причину смерти – тупая травма головы. Орудие убийства так и не было найдено. Деннис пролежал там почти 8 лет. Брэдли вернулся к Линде с этой информацией в тот же день. Она не удивилась. Она спросила только, нашли ли его быстро или пришлось долго искать. Когда Брэдли ответил, она кивнула. Как будто это был важный, но не особенно волнующий ее факт. Тогда Брэдли вспомнил о ключе. Адрес на бирке привел его на старую фермерскую усадьбу в 32 километрах от Спрингфилда. Участок числился за поставной компанией, зарегистрированной в 2003-м. Учредителем компании была Линда Маккой под девичьей фамилией Хьюз. Ключ подошел к замку на дверях сарая. В сарае стояли 3 металлических шкафа, запертых на навесные замки. В первом шкафу инструменты и строительные материалы. Во втором — коробки с документами, большинство из которых оказались фальшивыми удостоверениями личности на разные имена. В третьем шкафу криминалисты обнаружили личные вещи. Мужской бумажник, наручные часы, связку ключей и мобильный телефон выпуска 2001 года. Телефон принадлежал Роберту Чейни, мужчине 46 лет из Спрингфилда, пропавшему без вести в 2003-м. Его дело тоже лежало в архиве как нераскрытое. Брэдли вернулся на ферму с расширенной группой и кинологами. Собаки отработали периметр за 2 часа. На участке за сараем под слоем земли и старой мульчи они обозначили 2 места. Роберта Чейни нашли в первом. Второе место потребовало идентификации по зубным картам. Личность устанавливали 10 дней. Второй жертвой оказалась женщина. Звали ее Патриция Уолш, 42 года, бывшая медсестра из Талса. Она исчезла в 96-м, за 2 года до развода Линды с Деннисом. Ее дело было еще старше, еще холоднее. Родственники давно перестали ждать. Брэдли запросил все материалы по исчезновению Патриции Уолш из архива полиции Талса. Папка пришла через день.
Тонкая, почти пустая. Несколько листов с показаниями соседей, справка о розыске, фотография. На фотографии светловолосая женщина с усталыми глазами. В материалах дела имя Линды Маккой не фигурировало ни разу. Брэдли поехал в Талсу сам. Соседка Патриции, 80-летняя Дороти Хейс, жила в том же доме с 89 года и помнила все. Она сказала, что Патриция работала в частной клинике, жила одна, была тихой и никому не мешала. За несколько недель до исчезновения к ней несколько раз приходила женщина. Брюнетка, аккуратно одетая, всегда с сумкой через плечо. Дороти видела ее в окно. Женщина приходила днем, когда Патриция была дома, и уходила через час-полтора. Брэдли показал Дороти фотографию Линды Маккой. Дороти смотрела на снимок долго. Потом сказала: «Похоже. Волосы другие, но похоже». Брэдли нашел связь между Патрицией и Линдой в медицинских документах. В 95-м Линда лечилась в той самой клинике, где работала Патриция. Патриция была ее процедурной медсестрой на протяжении нескольких месяцев. Что именно лечила Линда, составляла врачебную тайну, но сам факт контакта был задокументирован. На допросе Линда не стала отрицать знакомство с Патрицией. Она сказала, что та была добра к ней во время лечения. Слишком добра. Брэдли спросил, что это означает. Линда ответила, что некоторые люди проявляют доброту как форму контроля, что Патриция знала о ней слишком много, что это было неудобно. Брэдли спросил напрямую: она убила Патрицию Уолш? Линда помолчала ровно 3 секунды. Потом сказала: да. Это было ее первое официальное признание в убийстве. Не Денниса, его она упомянула первым, но без слова «убила», через эвфемизм про «остался навсегда». Патрицию она назвала своей жертвой прямо, без обиняков, глядя Брэдли в глаза. Брэдли спросил о методе. Линда сказала, что пригласила Патрицию на ужин под предлогом благодарности за заботу во время лечения. Патриция пришла. Линда добавила в ее вино снотворное. Она работала бухгалтером в фармацевтической компании и имела доступ к образцам препаратов. Когда Патриция потеряла сознание, Линда вывезла ее за город на своей машине. Куда именно? Чайен она указала на карте без каких-либо колебаний. Это была та самая ферма. Линда купила участок еще в 96-м, за 7 лет до того, как зарегистрировала на него подставную компанию. Первоначальная сделка шла на ее настоящее имя и всплыла в архивах земельного кадастра за один запрос. Брэдли спросил, почему именно ферма. Линда сказала, что ей нужно было место, где никто не задает вопросов. Место, которое принадлежит только ей. Она сказала это с такой интонацией, с какой говорят о загородном доме для отдыха. Потом она добавила, что Патриция была первой. Именно первой она употребила это слово намеренно, с легким ударением. Брэдли понял значение этого уточнения раньше, чем она продолжила. Он поднял руку, останавливая ее, и попросил дождаться адвоката перед следующими показаниями. Линда пожала плечами и сказала, что адвокат ей не нужен, что она устала молчать, что у нее есть еще что рассказать и что это займет некоторое время. Адвокат все же появился. Его назначил суд на следующее утро. Звали его Марк Стивенс, 53 года, опытный защитник по уголовным делам. Он провел с Линдой 2 часа за закрытой дверью, а когда вышел, у него было серое лицо человека, которому только что сообщили что-то, к чему он не был готов. Он попросил Брэдли дать ему 10 минут и молча выпил 2 стакана воды. Потом сказал, что его клиентка готова давать показания в полном объеме и отказывается от права на молчание. Линда вошла в комнату для допросов, села, сложила руки и назвала имя. Ни Денниса, ни Патриции, новое имя. Томас Грир. 50-80 лет, бывший работодатель и стал владелец бухгалтерской фирмы, где Линда работала с 91 по 94. Томас Грир числился пропавшим без вести с 94 года. Его жена прождала официального объявления о смерти 7 лет и получила его в 2001. Автоматически, по истечении срока. Линда работала у Грира 3 года. В 93-м он начал ее преследовать. Приходил к ней домой, звонил по ночам, однажды ждал у машины после работы. Линда подала жалобу в отдел кадров. Жалобу проигнорировали. Она подала повторно. Ее уволили под предлогом сокращения штата. В 94-м Томас Грир исчез. Его машину нашли на парковке торгового центра через 3 недели. Бумажник и телефон были внутри. Полиция отработала версию ограбления и закрыла дело. Линда сказала Брэдли, что заманила Грира на встречу под предлогом мирного разговора. Что он пришел, потому что считал ее слабой и управляемой. Что он ошибся. Метод был тот же, что с Патрицией, снотворное в напитке, но Грир был крупным мужчиной, и дозу она рассчитала не точно. Он пришел в сознание раньше, чем она планировала. Линда сказала об этом спокойно, как о логистической проблеме, которую пришлось решать на ходу. Брэдли спросил, где находится Томас Грир. Линда назвала второй адрес. Не ферму. Участок земли в округе Крик, штат Оклахома, в 40 километрах от Талса. Заброшенный карьер, выкупленный частным лицом в 93. Частным лицом была Линда Маккой под 3-м псевдонимом Элис Бернс. Брэдли на секунду остановился. Он уже знал о девичьей фамилии Хьюз и о подставной компании. Теперь появился 3-й псевдоним. Он спросил, сколько имен она использовала. Линда подумала и сказала 4.
не считая настоящих. Криминалисты выехали вокруг Крик на следующий день. Томаса Грира нашли в карьере под слоем строительного мусора. Судмедэксперт установил, что смерть наступила от удушения. Метод отличался от предыдущих случаев. Это означало, что Линда не просто повторяла схему, а адаптировалась к обстоятельствам. Психиатр, назначенный судом для оценки вменяемости, встретился с Линдой 4 раза. В своем заключении он написал, что она полностью осознает свои действия, не страдает психозом и не имеет диссоциативных расстройств. Он описал ее как человека с крайне развитым контролем над эмоциями и полным отсутствием раскаяния. Не как симптом болезни, а как устойчивую черту личности. Он также отметил кое-что, что Брэдли перечитал дважды. Линда, по мнению психиатра, не считала свои действия преступлениями. Она считала их решениями. Каждый человек, которого она убила, по ее внутренней логике, создавал для нее угрозу или неудобство. Грир преследовал ее и уничтожил ее карьеру. Патриция знала слишком много. Деннис вернулся, когда не должен был. Роберт Чейни, мужчина из третьего шкафа, чей телефон нашли на ферме, оставался последним неразгаданным звеном. Линда пока не дошла до него в своих показаниях. Брэдли ждал. Стивенс, ее адвокат, к тому моменту перестал пить воду и просто смотрел в стол. На 5-й день допросов Линда сама подняла тему Чейни. Она сказала, что хочет объяснить, что этот случай был другим, что Роберт Чейни не сделал ей ничего плохого. Брэдли не двигался. Линда сказала, что Чейни просто оказался не в том месте, не в то время, что он видел ее на ферме осенью 2003-го. Приехал случайно, перепутал дорогу, остановился спросить направление. Что она не могла позволить ему уехать. Это было единственное убийство, которое она совершила без личного мотива. И именно это, по мнению психиатра, делало ее значительно опаснее, чем казалось изначально. Шестой день допросов Брэдли принес Линде распечатку. На листе были перечислены все известные на тот момент жертвы. 4 имени, 4 даты исчезновения, 4 места обнаружения останков. Он положил лист перед ней и спросил, полный ли это список. Линда взяла лист. Читала медленно, как человек, проверяющий счет в ресторане. Потом положила обратно и сказала... Нет. Брэдли спросил, сколько не хватает. Она сказала, 1. 5-й жертвой оказался мужчина по имени Клод Барретт, бывший сосед Линды по дому в Талс. 61 год, вдовец, пенсионер. Он исчез в 97-м, между убийством Патриции и смертью Дэнни. Его никто особо не искал, детей не было, друзей почти не было. Заявление о пропаже подала социальный работник, которая приходила к нему раз в месяц. Линда объяснила причину коротко. Клод Барретт видел, как она поздно ночью грузила что-то тяжелое в багажник машины. Он не спросил ни о чем, просто посмотрел из окна и задернул штору. Но она видела, что он видел ее. Этого было достаточно. Брэдли спросил, где находится Клод Барретт. Линда назвала место старый заброшенный колодец на участке, который когда-то принадлежал ее отцу и был продан после его смерти в 95-м. Новые владельцы участок не застраивали, он зарос и пустовал. Колодец был засыпан сверху досками и землей. Следственная группа выехала туда на следующее утро. Колодец нашли за 40 минут. Он находился именно там, где указала Линда. Клода Барретта подняли к обеду. К этому моменту дело вышло за пределы Спрингфилда и Талс. Федеральное бюро расследований направило 2 агентов, Диану Коул и Патрика Уэста. Они взяли на себя координацию между штатами Миссури и Оклахома и запросили полный психиатрический профиль Линды. Коул провела с Линдой 3 отдельных сессии. После первой она написала в рабочих заметках одно слово и обвела его методично. После второй добавила отсутствие триггера нарастания. Это означало, что между убийствами не было эскалации насилия или учащения эпизодов. Линда действовала редко, расчетливо и только тогда, когда считала это необходимым, ни по импульсу, ни по нарастающей тяге, по решению. На 3-й сессии Коул спросила Линду о пасторе Гаррисоне напрямую. Спросила, планировала ли она причинить ему вред. Линда ответила мгновенно. Нет. Сказала это с искренним удивлением, как будто вопрос был абсурдным. Объяснила, что Гаррисон был единственным человеком в ее жизни, рядом с которым она чувствовала что-то, что она назвала тишиной. Не любовь, не одержимость в привычном смысле. Именно тишину. Когда он говорил, у нее в голове становилось тихо. Она следила за ним, чтобы эта тишина не прервалась. Коул спросила, что происходило у нее в голове в остальное время. Линда помолчала дольше обычного, потом сказала, что в остальное время было очень шумно. Это был единственный момент за все дни допросов, когда ее голос изменился, стал чуть тише, чуть менее ровным. Коул отметила это в протоколе отдельно. Брэдли, между тем, проверял 4 псевдонима. Элис Бёрнс, Линда Хьюз и 2 других имени, Карен Моррис и Джейн Уэллс, были зарегистрированы в разных штатах в разные годы. На каждое имя были открыты банковские счета, на 2 числилась недвижимость. Карен Моррис арендовала гараж в Канзас-Сити с 99 по 2002. Брэдли запросил информацию по этому адресу. Владелец гаража, пожилой мужчина по имени Эрл Симпсон, сказал, что женщина по имени Карен Моррис исправно платила аренду наличными, появлялась раз в несколько месяцев и никогда не задерживалась дольше часа. Он никогда не заходил внутрь. Такой был уговор. Когда в 2002 она перестала платить и не отвечала на звонки, он вскрыл замок сам. Эрл Симпсон сказал, что внутри было чисто, абсолютно чисто, выметено, вымыто, пусто. Только запах хлорки, который не выветривался несколько недель.
Брэдли передал адрес криминалистам. Они работали в гараже 2 дня. Хлорка уничтожила большую часть следов, но не все. В щели между бетонными плитами пола нашли фрагменты, которых оказалось достаточно для анализа. Результаты пришли через 8 дней. Брэдли прочитал их стоя, не садясь. В гараже в Канзас-Сити был как минимум еще один человек. Личность установить не удалось. Фрагментов было слишком мало. Это означало, что список из 5 имен мог быть неполным, и что Линда Маккой, возможно, еще не сказала всего. Брэдли положил перед Линдой результаты анализа из канзасского гаража. Она смотрела на листок дольше обычного. Не читала, просто смотрела. Потом подняла глаза и сказала, что хочет воды. Пока ей приносили воду, она молчала. Выпила половину стакана, поставила аккуратно на стол и сказала: в Канзасе был Виктор. Виктор Лейн, 44 года, страховой агент из Канзас-Сити. Пропал в 2001. Его жена подала заявление через неделю после исчезновения. Полиция отработала стандартный круг и закрыла дело через полгода. У них было 2 детей, 9 и 11 лет на момент исчезновения отца. Брэдли спросил о связи между Линдой и Виктором Лейном. Линда сказала, что он был ее страховым агентом, что в 2000-м она обнаружила, что он годами включал в ее полис дополнительные услуги без ее ведома и списывал деньги. Небольшие суммы по 20, по 30 долларов в месяц. За 8 лет набралось около 3000. Брэдли уточнил, она убила человека из-за 3000 долларов? Линда ответила, что дело было не в деньгах. Дело было в том, что он думал, будто она не заметит, что он считал ее невнимательной. Это было неприемлемо. Она произнесла слово «неприемлемо» с такой интонацией, с какой говорят о серьезном нарушении делового этикета. Это было 6-е имя. Но Брэдли уже понимал, что разговор еще не окончен. Линда держала паузы иначе, чем в начале. Она больше не выглядела человеком, который облегчает душу. Она выглядела человеком, который принял решение говорить до конца и намерен его выполнить. Он спросил напрямую: «Есть еще?» Линда сказала «да». И назвала имя, которое изменило все. Сара Маккой, сестра Денниса. Сара Маккой, 38 лет, учительница начальной школы из Талсы. Она исчезла в 99-м, через год после развода, через несколько месяцев после того, как под полом гаража был похоронен ее брат. Ее исчезновение расследовалось активнее, чем остальные. Она была молодой, у нее были друзья, коллеги, ученики, которые о ней спрашивали. Но следы обрывались, и дело в конечном счете тоже ушло в архив. Брэдли знал это дело. Оно было у него в памяти не потому, что он работал над ним, просто оно было известным в Талсе. Нераскрытым и известным. Он спросил Линду, почему Сара. Линда ответила коротко. Сара догадалась. Не знала, именно догадалась. После исчезновения Денниса она позвонила Линде и спросила напрямую, что произошло с ее братом. «Не обвинила?» Спросила. Тихо, без агрессии. Линда сказала, что именно эта тихость и была самым опасным. Человек, который кричит обвинение, это шум. Человек, который тихо спрашивает, потому что уже знает ответ, это угроза. Сару Маккой нашли там же, где указала Линда. На ферме, на участке за сараем, в 3-м месте, которое кинологи не обозначили при первичном осмотре, потому что оно находилось за границей первоначального периметра поиска. Когда криминалисты вернулись на ферму с расширенным периметром, они работали там 3 суток. За эти 3 суток они обнаружили не 3 захоронения, как предполагалось изначально, а 5. 2 дополнительных места Линда не называла. Она не упоминала их на допрос. Когда Брэдли приехал к ней с этой информацией, она смотрела на него без удивления. Он спросил, кто эти люди. Она сказала, что не помнит имен, что это было давно, что некоторые встречи не оставляют в памяти ничего, кроме необходимости принятого решения. Брэдли положил перед ней 2 черепа. Фотографии, сделанные криминалистами. Мужчина и женщина, предположительно. Возраст установить сложно. Время захоронения, предположительно, середина 90-х. Линда смотрела на фотографии спокойно. Потом сказала, что мужчину звали, кажется, Пол или Пит. Она не была уверена. Женщину она не помнила вообще. 8 подтвержденных жертв. Возможно, больше. Агент Коул написала в финальном отчете, что за 20 лет практики не встречала человека, который был бы настолько функционален внешне и настолько пуст внутри. Не в психиатрическом смысле, в человеческом. Линда Маккой понимала разницу между правильным и неправильным. Она просто считала, что это различие не имеет к ней отношения. Последнее, что Линда сказала на финальном допросе, было не признание и не объяснение. Она спросила, продолжает ли пастор Гаррисон служить в той же церкви. Брэдли не ответил. Линда кивнула, как будто молчание было достаточным ответом, и попросила отвезти ее обратно в камеру. Суд над Линдой Маккой начался в марте 2007-го в окружном суде Спрингфилда. Дело передали федеральной юрисдикции из-за преступлений, совершенных в нескольких штатах. Прокурором выступал Джеймс Холлоуэй, 48 лет, 22 года в должности, человек, который видел много. Его помощница Рэйчел Форд впоследствии сказала в интервью, что это было единственное дело за ее карьеру, после которого она взяла 2-недельный отпуск
сразу по окончании процесса. Линда вошла в зал суда в темно-синем костюме. Она выглядела так, как выглядела всегда. Аккуратно, спокойно, незаметно. Несколько присяжных позже признались, что в первый день не могли совместить внешность этой женщины с тем, что читали в обвинительном заключении. Обвинение предъявило 8 эпизодов убийства первой степени. По 2 дополнительным жертвам с фермы личности так и не были установлены окончательно. Недостаточно биологического материала, никаких документов, никаких заявлений о пропаже, которые совпадали бы по параметрам. Эти двое остались без имен. Марк Стивенс построил защиту на психиатрическом аспекте. Не на отрицании вины, а на попытке доказать, что Линда не осознавала в полной мере социальных последствий своих действий. Психиатр со стороны защиты говорил о глубоком расстройстве привязанности, о травме раннего детства, о неспособности формировать нормальные эмоциональные связи. Психиатр со стороны обвинения, тот самый, который проводил первичную оценку, повторил на трибуне то, что написал в своем заключении. Линда Маккой полностью осознавала свои действия. Она планировала их заранее, скрывала системно и на протяжении многих лет успешно функционировала в обществе. Это не расстройство, это выбор. Присяжные совещались 19 часов. Вердикт: виновна по всем 8 эпизодам. Судья Карл Уотс огласил приговор в пятницу утром. 8 пожизненных сроков без права на досрочное освобождение, которые должны отбываться последовательно. Формальность в юридическом смысле, но важная как символ. Каждая жертва получила отдельный приговор. Каждое имя было произнесено вслух. Когда судья называл имя Сары Маккой, в зале было слышно, как кто-то заплакал. Это была бывшая коллега Сары, учительница, которая работала с ней в одной школе 8 лет и все это время не знала, что с ней случилось. Линда не повернулась на звук. Пастор Гаррисон присутствовал на оглашении приговора. Он сидел в 4-м ряду и не смотрел на Линду. После окончания заседания он вышел первым и не давал комментариев прессе. Его жена Кэрол впоследствии сказала в одном интервью, что они с мужем несколько месяцев не могли заходить в церковь без того, чтобы не думать о том, что она сидела там годами. В 1-м ряду, аккуратная и тихая, пока у нее дома висела стена с его фотографиями. Линду этапировали в федеральную исправительную колонию для женщин в Форт Уэрте, штат Техас. При оформлении документов на нее она указала в графе «религиозные предпочтения». Христианство. Брэдли закрыл дело официально в мае 2007-го. Перед тем, как сдать папку в архив, он вложил внутрь одну страницу. Личную заметку, которая не является частью официального протокола. Что именно он написал, неизвестно. Он никогда не рассказывал об этом публично. 2 неустановленных жертв с фермы официально числятся нераскрытыми по сей день. Их дела технически остаются открытыми. На случай, если когда-нибудь появятся новые данные для идентификации. Линда Маккой никогда не подавала апелляцию. Она отказалась от всех последующих интервью с журналистами и исследователями. Единственное, что она передала через адвоката спустя год после приговора. Короткая записка на имя детектива Брэдли. В записке было одно предложение. Она спрашивала, хорошо ли поживает пастор Гаррисон. Брэдли не ответил. Записку он также вложил в архивную папку, рядом со своей личной заметкой. Церковь Святого Духа в Спрингфилде продолжает работу. Пастор Гаррисон служил там еще 4 года после суда, затем перевелся в другой приход, в небольшой город в штате Теннесси. Адрес нового прихода в открытом доступе не публикуется.